Всем привет! Очередная моя охота, в этот раз ночная охота. Приехал я в этот раз не один, с друзьями. Приехали мы вчетвером. Получается, мы разделились, двое пошли в одну сторону, мы с напарником пошли в другую сторону. Обычно один идет по глубине, а один идет ближе к берегу. И стараемся всегда держать расстояние между собой. Попадалась разная рыбка, сорожка, подлещик, окушки маленькие. Мелкой плотвы было много. Отохотили в общей сложности часа 3. Прозрачность воды порадовала, хотя мы в первое место приехали, даже метра там не было. Пришлось поменять место. И вот приехали на это место и решили тут остаться. Водичка уже холодает, конец сентября. Вода 14 градусов. А ночью вообще в этот день температура воздуха достигала 1 градуса тепла. Тут уже покрупнее рыбка появлялась. Тут я наткнулся на стайку крупных подлещиков. Их прям много было местами. Но они нас в этой охоте не интересуют. Охочусь не для количества рыбы, а всегда стараюсь найти трофей. Лучше я возьму одну рыбку, но хорошую рыбку. Тут я чуть поглубже уже смещаюсь. Внимательно по сторонам свечу фонарем, чтобы ничего не пропустить. И вот тут в траве высвечиваю хорошую щуку, которую решил я взять. Чуть-чуть подближе подплываю и делаю точно выстрел. И есть у меня в этой охоте рыбка. Понадобилось мне 2 часа, чтобы найти ее. Ночная охота от дневной отличается. В ночной нужно искать рыбу. Бывали охоты, где 4 километра на ластах проходил. Но в основном стабильно не меньше километра проходишь. А в дневной охоте так много не пройдешь, в основном в засидках стоишь. А на ночных, наоборот, надо больше двигаться и искать рыбу. Рыба на месте не стоит, она постоянно двигается. И по щуке я заметил, хоть она, как говорят, не стайная рыба, отличие там от сазана, того же карася, окуня. Ну вообще взять большинство рыб, в основном они все как не одни обитают. То есть своими стайками ходят. Также и щука. Просто бывает ищешь ее, проходишь километрами. То есть ни одну не встречаешь, а потом раз на одном участке начинают попадаться щуки. И щука ведь, щуку и тоже ест. И в основном они все выходят, одного размера, если ходят парами. Если крупная, то они с крупными. То есть есть вероятность, если есть одна рядом крупная щука, и большая вероятность, то, что где-то рядом ходит такая же щука. А тем временем я рыбку подтягиваю к себе, снимаю и вешаю на кукан. Щука вытянула 3,5 килограмма. Продолжаю дальше охоту, двигаюсь и вижу что-то непонятное. Сначала не понял, что это такое. Потом смотрелся, подплыл поближе и понял то, что это щука. У кого какие предположения, можете оставить в комментариях. Но я думаю, скорее всего, это электроудочки. Сколько лет охочу, такого не встречал ни разу. Вообще я думал, то, что электроудочки запрещены, и никто ими не пытается рыбачить. Такое ощущение, то, что у него позвонок сломанный. Может, от мотора травмировали. Но я не стал ее беспокоить и двинулся дальше. И, кстати, после щуки, как я и говорил, попалась эта щука. И еще одна щучка вот вышла, которую я брать не стал. Меньше в 2 раза была. И затем уже к месту подходил, еще одну щуку встретил, тоже стрелять уже не стал по ней, просто поснимал. На берегу встретился с напарниками, в общем они взяли еще одну щуку, такую же примерно, как у нас. Ну все, всем спасибо за просмотр, кому понравилось видео, ставьте палец вверх. И если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь, очень важно для развития канала. Ну все, до новых встреч, всем пока.